И сегодня всегда оставайтесь открытым к идее делать что-то другое. Когда вы смотрите на то, что вы делаете сегодня, думайте о том, что вы делаете что-то абсолютно другое. А когда вы думаете о том, что вы делаете что-то другое, потому что расширяется ваш кругозор, ваше восприятие. И тогда вы видите различные другие возможности. Если вы начинаете принимать какие-то действия, то иногда ваша жизнь просто меняется в позитив. Вы хотели бы сейчас сделать перерыв? Перерыв 15 минут, и мы начинаем в 4:15. Спасибо. Какой размер компании, какая репутация? Эта компания уже лидер на рынке, либо же это новая компания? Компания больше вашей или компания меньше вашей? У нее лучшая репутация или худшая репутация? And number two is the perceived quality of the product or service. И здесь также важно, каким образом покупатель воспринимает качество вашего продукта или услуги. When you look at your competitors, ask, on a scale of 1 to 10, where do you compare with them? Когда вы смотрите своих конкурентов, то по шкале от 1 до 10 посмотрите, где вы можете сравнить себя с ними. Are they number 2 in the marketplace and you are number 3, or reverse? Например, они на рынке игрок номер 2, вы номер 3 или наоборот? This is one of the most important numbers that you create. Это самые важные цифры, которые вы можете создать. It's called your quality ranking. Это то, что называется ранжирование по качеству. And you need to know where you rank in comparison with your competitors. Вы должны знать свое место, свой ранг по сравнению со своими конкурентами. And your goal is to be excellent in your area of the market. Ваша цель быть совершенными в всех сферах рынка. Now, the company that has the highest quality rating amongst customers is also the most profitable. Те компании, которые занимают первые места в рейтинге по качеству среди покупателей и потребителей, это самые прибыльные компании. Now, McDonald's is not a first-class restaurant. А мы знаем, что Макдональдс это не ресторан первого класса. McDonald's is a restaurant that sells convenience foods. А Макдональдс это вот ресторан, который просто продает удобную пищу. And their goal is to be excellent in 4 areas. И цель Макдональдса достичь совершенства в 4 сферах. First of all, good value. Прежде всего, хорошая ценность. Second of all, good quality for the amount that you pay. Затем сочетание цена-качество. And McDonald's uses all fresh ingredients. Также Макдональдс использует свежие ингредиенты. And then good price. Цена, хорошая цена. And then convenience. И удобство. It's easy to buy from McDonald's. Макдональдс легко покупать. And their standards of quality in this area are the same all over the world. И стандарты качества, что говорить об этой сфере, они одинаковы по всему миру. Human beings hate change. Человеческие существа, они ненавидят изменения. They love consistency. Люди любят постоянство. The reason people go to McDonald's is because it is consistently good quality at that price range. Почему люди ходят в Макдональдс? Потому что есть постоянство, есть качество, есть цена. So in their price category, they're number 1. Если говорить о категории цен, то это они номер 1. And in that category, they're the most profitable company in the world. То есть и в этой категории это самая прибыльная компания в мире. It's very important you think about your quality ranking with your competitors. Опять же, это очень важно, если вы думаете о ранжировании по принципу качества, о сравнении себя со своими конкурентами. Now, number 4 is the quality of management. Номер 4 – это качество менеджмента или управления. The very best companies have the best managers. В самых лучших компаниях лучшие менеджеры. And if you have really good managers, that company will be profitable in good markets and in bad markets. И если действительно замечательный менеджмент, то компания сможет выжить как и при хорошем рынке, так и при плохих условиях. So how does your management compare with your competitors? Поэтому что произойдет, если вы сравниваете свой менеджмент с менеджментом конкурентов? Now, number 5 is the quality of the
sales force. Номер 5 – это качество ваших продавцов. For instance, it's recognized that IBM has perhaps the best sales force in the world. Признано, что у компании IBM лучшие продавцы. They take 2 to 4 years to hire a salesperson. Для того, чтобы нанять продавца, человека, который будет продавать, обычно они тратят 2 или 4 года. And then they train that salesperson for 18 months before he is allowed to go out. И затем на протяжении 18 месяцев этот человек обучают, прежде чем ему позволяют уже как бы выходить на рынок. So they have the best trained salespeople in the world. Поэтому у них самые лучшие обученные продавцы в мире. And a company that is competing with IBM has a tremendous disadvantage. И те компании, которые конкурируют с IBM, у них просто есть огромные недостатки. And they have some of the best managers of any company in the world. Также у них самые лучшие менеджеры, если сравнить с любой компанией в мире. Every excellent company has excellent managers, excellent salespeople. Любые совершенно успешные компании, успешные, замечательные продавцы и управленцы. Now, number 6 is their competitive advantage or their areas of excellence. Номер 6 – это конкурентные преимущества сферы превосходства. When you make a list of your competitors, you have to ask, what do they do better than me? Когда вы составляете список своих конкурентов, вы можете себе задать вопрос, а что они делают лучше, чем я? Where are they excellent? В чем они самые, где сфера их превосходства? What is it that they do that causes customers to buy from them rather than buy from you? Что они делают, что заставляет покупателя идти к ним, а не ко мне? And then number 7 is their strengths and their weaknesses. Затем номер 7 – это сильные и слабые стороны. Sometimes you can have a special strength with your business that enables you to overcome the weaknesses of the other company. Иногда вы обладаете такими сильными сторонами, которые помогают вам преодолеть слабости других компаний. Sometimes one breakthrough could give you a great advantage over your competitors. Иногда только один прорыв может дать вам огромное преимущество по сравнению с вашими конкурентами. Now, number 4 is why do our customers buy from us? Номер 4. Почему наши клиенты покупают именно у нас? What value do they perceive in buying, in doing business with us? Какую ценность они видят в том, что они делают бизнес именно с нами? Here's an interesting discovery. Интересное открытие. Companies buy from you for one reason, Обычно компании покупают у вас только по одной причине. not 5 or 10 reasons. Не 5 или не 10 There's причин. a single factor that causes your customers to buy from you rather than from someone else. Существует одна единственная причина, один фактор, который заставляет покупателя идти к вам, а не к вашим конкурентам. And you need to find out what it is. И вы должны узнать, что это такое. As I said this morning, phone them and ask them, why did you buy from us? Как я уже говорил сегодня утром, звоните своим клиентам и спрашивайте, почему вы покупаете у нас. And sometimes it will come as a surprise. Иногда вы обнаружите большой сюрприз. Now, number 5 is why do your prospective customers buy from your competitors? Номер 5. Почему ваши потенциальные клиенты покупают у ваших конкурентов? If your customer is looking at you and comparing you with a competitor, why do they buy from the competitor? Если ваши потенциальные потребители смотрят на вас, на вашего конкурента, почему они покупают у конкурента? The rule is that the customer is always right. Правило звучит: клиент всегда прав. What the customer decides from the customer's point of view is always correct. То, что решает ваш клиент с точки зрения клиента, всегда правильно. I speak to people who say, well, customers are dumb. Я разговариваю с людьми, мне говорят, ну клиенты, они просто неумные, глупые. If they buy from my competitors, they're just dumb. Если они покупают у конкурентов, ну глупцы они просто. No, the customer is always right. Нет, клиент всегда прав. You have to find out how the customer sees your product in comparison with your competitors. Вы должны понять, увидеть, как клиент видит ваш продукт и сравнивать по сравнению с продуктом вашего конкурента. Sometimes it can be as simple as packaging, the way your product looks on the outside. Иногда может быть отличие просто упаковка. Это просто достаточно. Sometimes it can be as simple as the way your salespeople look when they call on customers. Иногда может быть, как выглядят ваши продавцы, когда они сталкиваются с покупателями. But you need to find out why your customers bought from your competitors. Вы должны понять, обнаружить, почему ваши клиенты покупают ваших конкурентов, а не у вас, и наоборот.
Now, number 6, how do you position yourself against your competitors? What words do you need to own? Номер 6. Как вы позиционируете себя в сравнении со своими конкурентами? Now, Какие слова нужно сказать? when you say the name of a well-known company, customers immediately think of certain words. Если вы называете имя какой-то известной компании, то в голове клиента сразу возникают какие-то мысли, какие-то слова. I was talking in Germany recently. Недавно я выступала в Германии I say, when you say the word Mercedes, what do customers think? и говорю, что когда вы называете Мерседес, о чем думает клиент? Answer, engineering excellence. Ответ инженерное превосходство. So when they say BMW, what do you think? Когда мы говорим BMW, о чем вы думаете? They call it the ultimate driving machine. Они говорят, что это самая лучшая ездящая машина. They say the Mercedes-Benz is an excellent car, but it's a little bit boring. Они говорят о том, что Mercedes-Benz это замечательная машина, но она немножко скучная. BMW is an excellent car, but it's fun to drive. BMW тоже замечательная машина, ее очень весело, очень здорово водить. And Volkswagen has equality and economy. Если говорить о Volkswagen, качество и экономия. And Volvo is excellent engineering and safety. Volvo замечательный инжиниринг и безопасность. So what words do people think about when they think about your product? Поэтому, когда люди думают о вашем продукте, какие слова приходят в голову? Federal Express started off as an idea 30 years ago. Компания Federal Express началась просто с идеи 30 лет назад. And so their idea was overnight mail service. Идея заключалась вот в чем, доставка почты за ночь. You sent a Federal Express package, it would be delivered the next day by 10:30 in the morning. Если вы посылали документы, посылали письмо Federal Express, то доставка была обеспечена к 10:30 утра следующего дня. But at that time, a postage stamp for a letter cost 25 cents. В то время марка почтовая стоила 25 центов. A Federal Express letter cost $15. Письмо, пакет Federal Express стоил $15. That's 60 times the cost. Это в 60 раз больше, чем марка. To send a letter by post or by Federal Express. То есть посылать письмо либо по обычной почте, либо через Federal Express. But if it was a legal letter or accounting letter or business letter, Но если это был какой-то либо документ, либо какой-то бухгалтерский счет, либо бизнес-письмо, and it was essential that it be delivered the next day, it didn't matter. и было чрезвычайно важно, чтобы действительно это письмо было доставлено на следующий день, то цена не имела значения. So their positioning in the market was simple. Поэтому позиционирование FedEx на рынке было достаточно простым. They say if it must be delivered tomorrow morning, overnight, send it by Federal Express. Они говорили о том, что если ваш документ должен быть доставлен завтрашнему утру к 10:30, отправляйте его в FedEx. And today they have a $60 billion business. Сегодня бизнес-оборот составляет 60 миллиардов. With that one positioning statement or idea in the customer's mind. То есть одна идея, позиционирование компании именно в разуме клиента. So always say, what words do you want to own in your customer's mind? Поэтому вопрос, какие слова вы хотите, чтобы были в разуме, в мозгах клиента? And how could you create that idea with everything you do? И как вы можете создать эту идею со всем тем, что вы делаете? Walmart has a very simple positioning statement. У Walmart тоже было достаточно простое утверждение позиционирования. It is always low prices. Всегда низкие цены. When you think of Walmart, you think of always low prices. Когда вы думаете о Walmart, вы думаете о том, что всегда низкие цены. So for people for whom low prices are important, they all go to Walmart. Поэтому для тех людей, для которых важны низкие цены, все идут в Walmart. Now, number 7, what additional knowledge do you need to succeed in today's market? Номер 7. Какие дополнительные знания вам необходимы для того, чтобы преуспеть на сегодняшнем рынке? 7 years ago, I had a website. 7 лет назад у меня был веб-сайт. And my website brought in about $1,200 per month in sales. И веб-сайт приносил где-то порядка $1200 в месяц именно по продажам. And I didn't know very much about the internet.
И я многого не знала в интернете. But I realized that to be successful, we had to have an excellent internet site. Но я понял, что для того, чтобы быть успешными, нам необходимо сделать очень качественный интернет-сайт. So I hired an internet expert to come in and rebuild my entire internet business. Поэтому я нанял экспертов для того, чтобы они пришли и полностью переделали мой интернет-бизнес. This year, our sales, that was 7 years ago. Это было 7 лет назад. This year, our sales will be $2 million. В этом году объем продаж составляет $2 миллиона. From $1,200 a month Начиная, опять же, $1200 в месяц to about $130,000 a month. до порядка $130 тысяч в месяц. That's an increase of more than 100 times. То есть увеличение больше, чем 100 раз. Because I recognized that we needed new knowledge. Потому что я понял, я осознал, что нам необходимы новые знания. We had to move ahead with our competition. И нам необходимо постоянно продвигаться вперед, если мы хотим быть конкурентоспособными. So number 8, what additional skills and capabilities do you need? Номер 8. Какие необходимые навыки или способности вам необходимы? There was a very successful business book a few years ago called Competing for the Future. Несколько лет назад вышла достаточно успешная бизнес-книга, которая называлась «Конкурировать ради будущего» или «Для будущего». It was the best-selling book out there. То есть эта книга стала бестселлером в то время. And what it said was that successful people look 5 years into the future. Что в этой книге было написано, то что успешные люди, они стараются заглянуть в будущее на 5 лет вперед. And then they ask, where are we going to be in 5 years? Они задают себе вопрос, где мы будем через 5 лет? And what do we have to do to lead our market in 5 years? Что нам необходимо делать для того, чтобы лидировать на рынке через 5 лет? Now here's an important business principle. Вот очень важный бизнес-принцип. If you don't have a goal to be number 1 in your market, you'll never succeed. Если вы не ставите себе целью быть номером 1 на своем рынке, вы никогда не преуспеете. If all you want to do is just run your business and make a little money, you will eventually go bankrupt. Если все, что вы хотите делать, это просто заниматься бизнесом, зарабатывать немного денег, в конце концов вы обанкротитесь. Now, you may never become number 1, Может быть, вы никогда не станете номером 1, but you'll always be trying to improve. но вы всегда будете пытаться что-то улучшать. And that's what will guarantee your business success. И именно это гарантирует успех вашего бизнеса. So, in competing for the future, they ask you to think about what skills you would need in 5 years to be at the top. В этой книге задавали вопрос, а какие навыки вам необходимы, чтобы быть компанией номер 1 через 5 лет? And begin today to develop the skills you will need in 5 years. И сегодня начинаете разрабатывать именно те навыки, которые вам будут необходимы через 5 лет. Because it takes 5 to 7 years to develop a new capability in a company. Потому что для того, чтобы разработать новые возможности, новые способности в компании, необходимо от 5 до 7 лет. It takes between 5 and 7 years for you to become excellent in a new skill. Для того, чтобы вы достигли совершенства в новом навыке, вам также необходимо от 5 до 7 лет. But sometimes that is the skill that will change your business or change your life. Но иногда этот навык изменит либо ваш бизнес, либо всю вашу жизнь. And if you need to develop the skill, begin today. Если вам необходимо разрабатывать эти навыки, то начинайте сегодня. So that when the future comes, you are ready. Когда придет это будущее, чтобы вы были готовы. Remember this morning I said that top people think about the future most of the time. Помните, сегодня утром я говорила о том, что самые успешные люди большинство своего времени думают о будущем. And they think about where they want to be sometime in the future. Они думают о том, где они хотят быть в определенный момент в будущем. And they think about what knowledge and skills we will need if we want to be successful in the future. И они думают о том, какие навыки, какие знания им необходимы для того, чтобы быть успешными в будущем. Number 9, what additional resources do we need? Номер 9. Какие дополнительные ресурсы нам нужны? What additional money do we need? Какие дополнительные финансовые ресурсы нам What нужны? additional people do we need? Дополнительный персонал. What additional offices or factories do we need Дополнительные либо производственные мощности, либо офисы. in order to create the future? Для того, чтобы создать будущее. And always ask, how can we use our brains to help maneuver our competition?
competition. И всегда задавайте себе вопрос, как мы можем использовать свои мозги, чтобы обойти, как бы переманеврировать своих конкурентов. Rather than spending more money, how can you think better than your competitors Вместо того, чтобы тратить больше денег, как вы можете лучше думать, чем ваши конкуренты, in order to achieve success? для того, чтобы достичь успеха. Now this brings us to part 6, the principle of concerted action. И это подводит нас к шестой части, принцип согласованных действий. In great battles, the armies that work together like a team are always more successful. Если мы говорим, опять же, о битвах, то те армии, которые собраны вместе, которые представляют собой единую команду, они всегда были успешны. Throughout history, Western armies have been much better coordinated than armies of any other country in the world. На протяжении истории именно западные армии они были намного лучше скоординированы, чем армии других стран мира. The entire army works like a Swiss watch. То есть вся армия работает как швейцарские часы. And in business, it's the same. В бизнесе также. It's a company where everyone works together that is far more successful than a company where people do nothing together. Компания, в которой все работают вместе, согласована намного более успешнее, чем та компания, где этого не происходит. So we say, number one, all work is done by teams. Поэтому мы говорим, что в этих принципах первый принцип – вся работа выполняется командой. This is a fact of modern business life. Это факт современной бизнес-жизни. Several people are brought together and each person does part of the job. Несколько людей собираются вместе, каждый человек выполняет часть своей работы. Now, number two, the manager's work is the work of the team. Номер два – работа менеджера – это работа команды. Manager's results are the results that the team gets. Результаты руководителя – это результаты команды. And if you show you have an ability to get results with a small team, you will be given a bigger and bigger team. И если вы показываете, что вы можете достичь результатов с малой командой, то ваша команда будет все становиться больше и больше. In a 30-year study at a major university, they found that the ability to build teams was the number one skill for rapid promotion and higher pay. Один из крупных университетов на протяжении 30 лет проводил исследования. В результате исследования обнаружили, что способность быстро построить команду – это первая причина, почему человека продвигают по служебной лестнице, почему ему повышают оплату. I would say number 4 is that peak performance is required of each team member. И номер три – наилучшее исполнение требуется от каждого члена команды. Each team member must be committed to doing an excellent job. Каждый командный игрок должен быть посвящен тому, чтобы делать работу на отлично. If you have one weak or lazy team member, it can pull down the whole team. Если в вашей команде есть один человек, который либо слабый, либо ленивый, то есть это может тормозить всю команду. Now, number 4 is the General Electric Performance Grid. Следующее, номер 4, это сетка результативности компании General Electric. This shows you the difference between competence and commitment. Здесь вы видите разницу между компетенцией и посвященностью. Now, in the first corner, the upper left-hand corner, you have people who are competent, they're good at their work, and they are committed to the company. Смотрите, пожалуйста, вот левый квадратик, да, верхний. То есть здесь вы видите люди, которые компетентные, которые они посвящены компании. То есть там маленькая печаточка, там не встречная торговля или бесвстречная торговля, ну как бы купился, не купился, в хорошем смысле этого слова. They buy into the company's values and they're committed to the company's success. То есть они, знаете, есть сленг, да, такой, купиться на что-то. То есть это те люди, которые купились на ценности компании, которые посвящены успеху компании. The upper left-hand quadrant. Опечатка там получилась, ничего страшного. That's number 1. То есть это вот левый верхний угол, это номер один. The upper right-hand quadrant is made up of people. First of all, let me go back. The people in the first box are the people you build the company around. Прежде всего хочу сказать, что вот те люди, которые под цифрой 1, это те люди, на которых вы созидаете компанию. These are people who do their jobs well and who are committed to the company. Это те люди, которые хорошо выполняют свою работу и которые посвящены компании. The next box is called box number 2. Следующий квадратик, квадратик номер 2. These are people who are competent at their work, but they are not committed to the company. Это те люди, которые компетентны
компетентны в своей работе, но как бы они не купились. Да, на ценности компании они не посвящены компании. They don't buy into the company's values or ideas. Опять же, они не купились, не верят в ценности или идеи компании. Now, the lower left-hand corner is box number 3. Опять же, внизу слева это клеточка номер 3. These are people who are not competent, but they are committed. То есть это те люди, которые некомпетентны, но они посвящены. Now, what the company tries to do with people in box number 3 is to train them so they become competent. А что компания пытается сделать с людьми, которые попадают в этот третий квадрантик? Они пытаются их обучать для того, чтобы эти люди приобретали компетенции. And they move up into box number 1. Для того, чтобы эти люди со временем могли как бы перейти вот в квадратик 1. The people in box number 2 are people who are not committed, and the company tries to get them to be committed. Люди со второго квадратика, то есть те люди, которые не посвящены, компания пытается сделать все, чтобы эти люди все-таки становились посвященными. And in the lower right-hand box is box number 4. И вот квадратик номер 4 These are people who are not committed and they're not competent. это те люди, которые не посвящены, которые некомпетентны. And you get rid of those people quickly. Мы просто должны избавляться от таких людей быстро. But the reason this grid is important is because of box number 2. Почему эта сетка важна? Это потому что из-за второго квадратика. All your problems in a company come from people who are in box number 2. Проблемы в компании все они приходят от тех людей, которые находятся во втором квадратике. They are good at their jobs, Эти люди замечательно выполняют свои обязанности, but they are difficult to get along with. но с ними тяжело ладить, найти общий язык. Always have problems with them. Всегда какие-то проблемы с ними. They're the primary source of stress in a company. То есть это основной источник стресса в And компании. because they're good at their jobs, they think that they can do anything they want. И потому что они очень хорошо выполняют свою работу, они думают, что они могут делать все, что они So хотят. here's the discovery. Вот что обнаружили. Get rid of people in box number 2. Избавляйтесь от людей, которые находятся во втором квадратике. Even if they are good at their work. Даже если они хорошо выполняют свою работу. Because they pull down everybody else. Потому что они всех остальных просто тянут назад. They are the major causes of negativity in any business. Это основная причина негативного отношения в любом бизнесе. Number 5, apply zero-based thinking to every person and every position. Номер 5. Применяйте мышление с нуля каждому человеку и каждой должности. Keep asking, if this position did not exist, would we create it again today? Задавайте себе вопрос, если бы этой должности не существовало, создали бы мы ее сегодня? If we had not hired this person, would we hire them again today? Если бы мы не наняли этого человека, наняли бы мы его сегодня? Number 6, apply the theory of constraints to every job or function. Номер 6. Применяйте теорию ограничений каждой работе и каждой функции. Remember, the theory of constraints says that there's always one factor that determines the speed at which you achieve a job. Помните, да, теория ограничений говорит о том, что всегда есть один фактор, который определяет скорость вашей работы. Look at every job and say, what is the factor that holds people back from doing an excellent job in that area? Рассматривайте каждый вид деятельности, задавайте себе вопрос, какой фактор не позволяет, удерживает от того, чтобы быть совершенными в этой сфере. A friend of mine has a very successful business. Но у меня есть друг, у которого очень успешный бизнес. And he has a sales organization all over the country. И у него есть организация, которая занимается продажами по всей стране. And he brings new people to Minneapolis, to his city, to train them in sales for 5 days. И каждый раз с какой-то периодичностью он привозит новых людей в Миннеаполис, где находится офис компании, для того, чтобы проводить 5-дневный тренинг по продажам. And then he sends them back out to begin selling. И затем он их отправляет назад для того, чтобы они начинали продажи. After 5 days of training, he sent this young man back home to begin selling. 5 дней тренинга, потом он посылает этих молодых людей назад домой, чтобы они начинали продажи. And he failed completely. И он просто полностью прогорел. He could not sell anything. Ничего не смог продать. In the class, he looked excellent. Этот человек вот в классе, он просто выглядел совершенным продавцом. In the interviews, he looked excellent. Когда с ним проводили интервью, все было замечательно. So some people said, well, let's fire him, get someone else. Кто-то сказал, давайте его уволим и наймем кого-то еще. Well, he said, wait a minute, let's find out if there's something holding him back from
success. Мэттер сказал, подождите, давайте попытаемся понять, какой фактор удерживает его от успеха. So they brought him back and they set up appointments for him for the whole day. Они пригласили этого человека назад и начали проводить с ними интервью, то есть целый день. And a manager went out with him to observe his relationships with customers. И вот менеджер пошел вместе с ним для того, чтобы посмотреть, как он взаимодействует с клиентами. And after 2 or 3 hours, he saw that he was lacking one skill. И через 2 или 3 часа менеджер понял, что этому человеку не хватало одного навыка. And they thought he had learned this skill. И почему-то думали, что он научился этому навыку. But he had obviously not learned this skill. Ну, очевидно, что он не научился этому навыку. So they took him back into the classroom and they gave him 2 days of intensive training in this area. Поэтому устроили для него 2-дневный тренинг, который именно был посвящен приобретению этого навыка. And then they sent him out again. И затем снова его отправили продавать. This time he broke every sales record in the company. И в этот раз он побил все рекорды по продажам в компании. He was unbelievable. Просто невероятный успех. And they had been ready to fire him. Они были готовы уволить его. But they identified his one constraint to success. Но они смогли определить вот этот фактор, который сдерживал его. So what is holding you back from achieving at a high level? Опять же, что удерживает вас, что мешает вам совершенному результату? What is holding your key staff, your key people back from performing at a high level? Что мешает, что удерживает ваших ключевых людей от того, чтобы они достигали совершенного результата? Now, the next points are very important. Следующий пункт очень важный. Many years ago, I worked for Hewlett-Packard Corporation as a speaker. Много лет назад я работал для компании Hewlett Packard, я был спикером. And they told me they had developed a special process for teaching managers. И мне сказали, что разработали специальный процесс по подготовке менеджеров. And it was a confidential process. Информация была конфиденциальной. And they gave me all the material in this process with a promise that I would not tell anyone about it. Мне дали все материалы и взяли с меня слово, что я никому не покажу это. And afterwards, I was so impressed with the process, I asked for permission to share it with people in my audiences. И потом меня настолько это все впечатлило, что я попросила разрешения для того, чтобы делиться этим со своими слушателями. So I got a letter of permission from the senior executives in Hewlett-Packard to share these 5 ideas. Поэтому руководитель компании Hewlett Packard дал мне письменное разрешение, что я могу делиться этими 5 идеями. So what they did was they spent $3 million and 2 years. Что было, они потратили $3 миллиона в 2 года. And they traveled around the world and they studied 120 excellent teams. Что они делали? Они путешествовали по всему миру и изучали 120 замечательных команд, то есть высокой очень производительностью. These teams had accomplished extraordinary things in very competitive businesses. Эти команды, они просто достигли чрезвычайных, необычных результатов в достаточно жестком конкурентном рынке. And they found that they all had 5 qualities. И обнаружили, что у всех этих команд есть 5 качеств. And when you apply these in your business, you will be amazed at the results you get. Когда вы начинаете применять эти качества в своем бизнесе, вы просто не поверите результатам, которые вы So достигнете. number 9, which is actually number 7, is they established shared goals and objectives. Здесь номер 7, здесь номер 7 это вот первый принцип Hewlett Packard. Установили общие цели и задачи. They all sat down and they had a discussion about their goals and what they were trying to accomplish. То есть команда садилась вместе и обсуждала цели, говорила о том, чего они пытаются достичь. Everyone was clear and everyone was in agreement. То есть для всех все было понятно и было достигнуто общее соглашение. This is the foundation of an excellent team. То есть это основание, фундамент замечательной команды. And then number 8, the second principle, is they established shared values and unifying principles. И номер 8, это второй принцип Hewlett Packard, это определить общие ценности и принципы. And the values were Объединяющие принципы. openness, honesty, punctuality,
punctuality, Когда говорили о ценностях, это, например, открытость, честность, пунктуальность, responsibility, integrity. ответственность, целостность. And so they all agreed that these would be the values that they all used amongst themselves. И они достигали соглашения, что они действительно будут придерживаться всех этих ценностей. Now, number 9, the third principle, was they established shared plans of action. Номер 9 – это третий принцип – определить общий план действий. That means everyone knew what everyone else was going to do. То есть каждый человек в команде знал, чем занимаются другие люди в команде. Each person knew the job of each other person. То есть каждый знал работу другого человека. Number 10, which is the fourth principle, is lead the action. The manager as blocker. Номер 10 – это четвертый принцип – управляйте действиями. Менеджер – это как блокировщик. What this meant was that the manager saw his job as getting people everything they needed to do their jobs. То есть что получалось, что менеджер сначала видел свою работу как видел свою задачу, чтобы заставить людей делать свою работу. The manager's job was to block all problems from their staff so the staff could do their jobs. Но задача менеджера заключалась в том, чтобы оградить команду от проблем, для того, чтобы команда могла выполнять свою работу. I found there's two other styles of management. Также видишь, что есть два различных стиля менеджмента. One style of management is the military style. Один стиль руководства менеджмента – это военный стиль. The manager tells people what to do. Когда руководитель говорит людям, что делать. That doesn't work in modern business anymore. Но в современном бизнесе так уже не работает. And especially it does not work with highly talented people. И особенно это неприменимо по отношению к талантливым, к очень талантливым людям. The second model of management was called the facilitator. Вторая модель управления называлась как фасилитатор, то есть помощник. Which is like an orchestra or symphony conductor. То есть это похоже на дирижера, да, оркестра, симфонического оркестра. But the method that worked in building top teams is the leader took responsibility for the success of the team. Метод, который работал в топ-десятке успешных команд, когда руководитель брал на себя ответственность за успех команды. And the fifth part was established a continuous evaluation and review process. И 11 – это пятый принцип. Определите постоянный процесс оценки и проверки. They continually reviewed how the team was working together. Постоянно пересматривали, как команда работает вместе. Was everybody happy? Все ли были счастливы? And then the next question is how good are we at getting results? И следующий вопрос, а насколько мы успешны в том, чтобы достигать результатов. So they would constantly interview customers to get feedback. Поэтому постоянно проводили опрос клиентов для того, чтобы получать обратную связь. So those are the 5 keys to building world-class teams. Это 5 ключей к тому, чтобы создать лучшую команду. Number 1, shared goals. Опять же, номер 1 – это общие цели. Number 2 is shared values. Номер 2 – общие ценности. Number 3 is clear plans of action for each person. 3 – четкий план действий для каждого человека. Number 4, the leader takes responsibility for the success of the team. Номер 4 – руководитель несет ответственность за успех команды. And number 5, they keep evaluating themselves and continually improving. И номер 5 – постоянно команды оценивают себя и улучшаются. And number 12, hire slow and fire fast. 12 пункт – нанимайте медленно, увольняйте быстро. Aim for a high level of harmony among team members. Стремитесь к высокому уровню гармонии в команде. The more harmoniously people work together, the more productive they are. Чем больше гармонии в команде, тем больше будет ее производительность, результативность. In my company, I always insist that people be happy. А в моей компании я постоянно следила за тем или настаивала на том, чтобы люди чувствовали себя счастливыми. And if somebody causes problems, I will go to them and I'll say, look, you're not happy here. Why don't you go somewhere else? То есть, если кто-то начинает генерировать какие-то проблемы, я подходил к этому человеку и говорил, ну если ты не чувствуешь себя счастливым здесь, почему бы тебе не пойти куда-то еще? Because I look upon myself like the father of my staff. Потому что я воспринимала себя как отца для своих людей. Just like the father at home protects his family. Так же, как и
отец дома защищает свою семью, the boss at work protects his staff. также и босс на работе должен защищать свою команду. The father at home doesn't let anybody attack the members of his family. Отец дома он не позволяет никому атаковать свою семью. The boss at work doesn't let anybody make his staff members unhappy. Босс на работе не должен позволять, чтобы кто-то или что-то расстраивало его сотрудников. This brings us to part number 7. Это подводит нас к 7 части. Principle of unity of command. Принцип единства команды. In a military Командование. operation, everyone knows who is in charge. А если мы говорим, опять же, о военных операциях, все знают, кто во главе, кто главный. And unity of command is a key part of military strategy. И единство командования – это ключевой момент военной стратегии. So we say, number one, top companies have clear leadership at all levels. Поэтому номер один. Самые успешные компании имеют четкое лидерство на всех уровнях. The manager or the leader is clear about his job. Менеджер или лидер очень хорошо понимает свою работу. Everyone knows that there is good leadership in the company. И все знают, что в компании есть хорошее, успешное руководство. Now, number two, be sure that each person only has one boss. Номер два. Будьте уверены, что у каждого человека есть только один босс. We have found that people cannot report to two people. Мы увидели, что человек не может быть подотчетным двум людям. The first law of human life is the law of hierarchy or order. А первый закон человеческой жизни – это закон иерархии или закон порядка. Everyone must be above or below someone. Каждый находится либо над кем-то, либо под кем-то. And throughout human history, hierarchy has been established. И на протяжении человеческой истории была установлена иерархия. So number three, be absolutely clear regarding your expectations of performance of each person. Поэтому номер три. Будьте абсолютно ясны в отношении ваших ожиданий от работы каждого человека. Everyone needs to know exactly what you want them to do. Каждый человек очень четко должен понимать, чего вы от него ожидаете. The number one motivator in work is clear expectations. Мотиватор номер один в работе – это четкие ожидания. I always know what I'm supposed to do. Я всегда знаю, что я должен делать. The number one demotivator is unclear expectations. Тогда как демотиватор номер один – это нечеткие ожидания. People are never sure what they're supposed to do. Потому что люди никогда не знают, что же они должны делать. Now, number 4 is practice the 3 C's of consideration, concern, and courtesy with each employee. Следующее 4. Практикуйте принцип, в английском языке, да, получается 3C, потому что 3 слова начинаются на букву C, в русском не получается. То есть размышление, забота и вежливость. Consideration means that you treat your staff like a friend. Что значит размышление? Даже не размышление, а отношение. То есть это означает, что вы относитесь к своим сотрудникам как к друзьям. Concern means that you take an interest in their personal life, especially if they have problems. А забота это означает, что вы интересуетесь, что происходит в их жизни, особенно если они испытывают какие-то проблемы. And courtesy means that you're always polite. И вежливость подразумевает, что вы всегда вежливы по отношению к ним. Like your mother told you, always say please and thank you. Как мама вас учила, что всегда надо говорить спасибо и пожалуйста. Because if you do that, it makes people feel happy to be at work. Потому что если вы это делаете, то люди чувствуют себя счастливыми, что они работают с вами. Now, number 5, build trust. Create a great place to work. Номер 5. Созидайте доверие. Создавайте замечательное место для работы. They've done some wonderful studies in this area. В этой сфере также было проведено ряд исследований. And they've asked people, is your company a great place to work or not? Людям задавали вопрос, как вы думаете, ваша компания это замечательное место для работы или нет? And every year they identify the 100 best places to work at. И каждый год в Америке определяли 100 лучших компаний именно в контексте условий работы. Now they have the top 50 companies in Germany and in England. И сейчас определяют таких 50 лучших компаний в Германии и в Англии. And when they ask people what makes this a great place to work, the answer is always the same. И когда людям задают вопрос, а что же такого есть особенного в вашей работе, ответ один и тот же. They say, I feel I have good relations with my boss. Люди говорят о том, что я чувствую, что у меня хорошие отношения с
начальником, and I can make a mistake without being criticized or punished. и я могу допускать ошибки, меня не будут критиковать или наказывать. So there's a high level of trust in the company. Высокий уровень доверия в компании. And so when you want to build trust in a company, allow people to make mistakes without criticizing. Если вы хотите построить доверие в компании, позволяйте людям ошибаться без критики. So number 6 is delegation. Шестой пункт – это делегирование. Delegation is the key to moving from what you can do to what you can control. Делегирование – это ключ, когда вы переходите от того, что вы можете делать, к тому, что вы можете контролировать. If you cannot delegate, you can only do your own work by yourself. Если вы не можете делегировать, то вы свою работу можете делать только сами. If you can delegate, you can have many people do it. Если вы можете делегировать, то таким образом многие люди могут выполнять работу. Delegation is the most important skill for advancement in management. Делегирование – это один из самых важных навыков для роста в руководстве. If you cannot delegate, you cannot be promoted. Если вы не можете делегировать, то вы не будете продвигаться по служебной лестнице. A major reason that small businesses go bankrupt is because the founder of the business cannot delegate. Основная причина, почему малые бизнесы становятся банкротами, потому что основатель бизнеса не может делегировать. But fortunately, delegation is a skill that you can learn. Но, к счастью, делегирование – это тот навык, которому вы можете научиться. If you can ride a bicycle or drive a car, you can learn how to be an excellent delegator. Если вы научились, как ездить на велосипеде, или если вы научились, как водить машину, то вы можете научиться быть превосходными в том, чтобы делегировать. Here are 7 keys. 7 ключей. First key is decide exactly what is to be done. Первое. Точно определите, что необходимо делать. Very clear about the job that you want someone to do. Очень четко определите ту работу, ту задачу, которую вы ожидаете от человека. Now, B is determine the very best person to do the job. Следующее, второе. Определите самого лучшего человека, который может выполнить эту работу. And the best person to do the job is someone who has already done it successfully in the past. И лучший человек, который может сделать эту работу, это тот человек, который уже достигал успеха в прошлом. Always people work based on their past performance. Когда вы оцениваете работу людей, обращайте внимание на их достижения в прошлом. Now see, explain the outcomes desired from the task to the individual. Объясните человеку, какие результаты ожидаются от выполнения его задания. Explain the goal or result that you want the individual to get. Объясняйте ему, исполнение каких целей вы ожидаете, какие результаты вы от него ждете. General Patton once said, tell people what you want them to do, and then let them decide how to do it. Обычно говорят, что скажите людям, что вы хотите, чтобы было сделано, а потом дайте им возможность самостоятельно решить, как они это будут делать. You will be amazed at how creative people become. И тогда вы просто удивитесь, насколько креативными становятся люди. Now D, ask the individual to feed it back to you in his or her own words. Следующее. Попросите человека пересказать услышанное своими словами. Now I learned this when I was a young manager. Я научился этому, когда еще был достаточно молодым менеджером. I'd sit a person down and I'd tell them, this is what I want you to do. Садил человека перед собой и говорил, я хочу, чтобы ты сделал это и это. And they say, okay, and they get up and walk away. Говорит, хорошо, встал и пошел работать. And the job did not get done. Работа не выполнена. Or even worse, a different job was done. А еще хуже, сделали абсолютно что-то другое. And this would frustrate me. Это меня просто раздражало. And then I realized that people often don't hear clearly what you say. А потом я осознал, что очень часто люди просто не слышат четко, что я говорю. So now, when I delegate a job, I say, did you bring something to write with? Поэтому сейчас, когда я делегирую какую-то задачу, задаю вопрос, а вы принесли с собой листик бумаги, чтобы записывать? I'll say, this is what I want you to do. Write it down. И говорю, вот что я хочу, чтобы вы сделали, пишите. I say, okay, I'm going to write it down. Человек говорит, хорошо, и пишет. I'll say, do you have any questions? Вопросы есть? No? No questions? Нет, вопросов нет. Okay, then read it back to me. Хорошо, тогда прочитайте, пожалуйста, то, что вы And they написали. will read it back to me different from what I just
человек читает что-то, что отличается от того, что я ему сказала 2 минуты назад. I said, no, that's not what I asked you to do. Я говорю ему, нет, я не это хочу. But I thought that's what you said. Человек говорит, ну я думал, что вы это сказали. They weren't paying attention, Либо они просто не обращали внимания, or they didn't hear a key part. может быть, они пропустили ключевую основную часть, I would have them write it down again. поэтому они снова должны это записать. Until they could read it back to me exactly the way I wanted it. Это происходит до тех пор, пока они не прочитают мне это точно так, как я хочу, чтобы это звучало. Then the job will get done on schedule. Тогда все будет выполнено вовремя. So always ask people to repeat back to you what you just asked them. Поэтому постоянно просите людей, чтобы они повторили вам то, что они только что от вас услышали. And whenever I talk to one of my staff members, I'll say, here, write this down. И когда я говорю с кем-то из своих людей, я всегда говорю, запиши это. Because people would come to me and I say, did you do that? Потому что люди ко мне приходят, я говорю, вы это сделали? I say, oh, I forgot. Они говорят, забыл. I forgot to write it down. Я забыл записать даже. So make sure they write it down and then repeat it back to you. Поэтому будьте уверены, что они запишут это и прочитают вам. E, set up a regular schedule for reporting. Следующее. Установите регулярный график для отчета. If the job is important, have people report to you on a regular basis. Если это действительно очень важное задание, пусть люди предоставляют вам отчеты на регулярной основе. I have an accountant who runs my office. А у меня есть бухгалтер, который занимается бухгалтерией в моем офисе. She gives me a full report once a month. Раз в месяц она предоставляет мне полный отчет. I have a vice president of marketing for my speaking business and my companies. А есть вице-президент по маркетингу, по моим выступлениям и по моим продуктам. He gives me a report once a week. Он предоставляет отчеты раз в неделю. I have a new business venture that I'm building, and I get a report every day. То есть у меня сейчас есть новое предприятие, бизнес, который я развиваю, и по этому предприятию отчеты каждый день. So if it's really important, you may want to check on it every day. Поэтому, если это действительно очень важное задание, может быть, вы захотите проверять его каждый день. Now EF is once you have delegated the job, don't take it back. И следующее F, как только вы делегировали задание, не забирайте его назад. Employees are very clever at what is called reverse delegation. Сотрудники достаточно умные в том, что называется обратное делегирование. You give them a job to do, Вы дали им задание, and then they come and they say, well, can you do part of this for me? они приходят и вам говорят, а вы можете часть And сделать they give этого? you the job back. Они вам просто эту работу дают You назад. give them the job, they give you the job То есть back. вы даете им, они вам ее назад. So once you give the job away, don't take it back. Опять же, когда вы делегировали задание, не забирайте его назад. The person says, can you make this phone call for me? Человек спрашивает, а вы можете позвонить для меня? I said, no, that's your job. You make the phone Я call. говорю, нет, это твое задание, ты должен это Keep делать. your hands back, behind your back. Руки за спиной. Don't keep your hands out, taking the job back. Держите руки за спиной, не надо дайте руки перед собой, чтобы забирать работу назад. And G, delegation enables you to move from what you can do to what you can control. Следующее. Делегирование дает вам возможность перейти от того, что вы можете делать, к тому, что вы можете контролировать. All top managers and business owners are very good at delegating. Все топ-руководители и владельцы бизнесов, они очень хороши в делегировании. And it's just a matter of practice. A matter of practice. И это просто вопрос практики, навыков. Now finally, number 7 is hold weekly meetings and discussions, complete with agendas and follow-up assignments. И номер 7, проводите еженедельные встречи, обсуждения, на которые должна определена быть повестка дня и выставлены задания. If you own a business or if you manage a department, you should have a meeting every week with your staff. Если вы владелец бизнеса или если вы руководитель отдела, вы должны проводить еженедельные встречи со своими сотрудниками. In that meeting, everyone gets a chance to talk and explain what they're doing. И на такой встрече у каждого есть возможность говорить и объяснять, что он делает. So everyone has a chance to ask questions. Для того, чтобы, опять же, у каждого была возможность задавать вопросы. Everyone knows what everyone else is doing. И все знают, что делает другой человек. Remember, the only way to build a relationship is to invest more time in the relationship. Опять же, помните, что единственный путь строить отношения – это вкладывать больше времени в отношения. If you want to build a successful team, you have to spend more time bringing them together.
Если вы хотите построить успешную команду, то вы должны проводить больше времени для того, чтобы эта команда собиралась вместе. And this improves communications. Это улучшает коммуникацию, It builds morale. это какие-то нравственные устои создает, It makes people happy in your company. это просто делает людей счастливыми в вашей It компании. makes them say that this is a great place to work. И именно это заставляет их говорить, что ваша компания замечательное место для работы. Now, the next military principle is the principle of simplicity. Следующий военный принцип – это принцип простоты. They found that the most successful battles are battles where the battle plan is very simple. Опять же, проводили анализ и увидели, что самые успешные военные битвы – это те битвы, где план был достаточно прост. The more complicated something is, the more likely there are to be big mistakes. То есть, чем сложнее что-то, тем больше вероятность, что будут серьезные ошибки. So number one, develop clear plans of action at every level. Поэтому номер один – разработайте четкий план действий на каждом уровне. Make it clear what every single person is going to do. Будьте уверены, что каждый человек знает, что он будет делать. Now, here's a great discovery. Это же замечательное открытие. There's a direct relationship between discussion and commitment. Что существует прямая связь между обсуждениями и посвященностью. The more people get a chance to discuss something, the more committed they are to taking action. Чем больше есть у людей возможность что-то обсудить, поучаствовать в обсуждении, тем больше они будут посвящены тому, чтобы предпринимать какие-то действия. And even in the military today, they take a lot of time to discuss their plans of action before they begin. И даже если мы говорим о военной стратегии, и сегодня достаточно много времени проводят над тем, чтобы обсуждать план действий перед началом. So everyone can ask questions and discuss what the job that has to be done. Для того, чтобы у каждого была возможность задавать вопросы и обсуждать, какую же работу необходимо выполнить. That's why meetings are so important. Именно поэтому встреча – это очень важный фактор. Now, number three is aim for simple goals, simple instructions, and simple targets. И номер три – стремитесь к простым целям, простым инструкциям и простым задачам. You see, all work has to be carried out by simple people. Понимаете, что вся работа должна быть исполнена простыми людьми. The only thing that you will ever have in abundance is incompetent people. Единственное, что у вас будет в изобилии, это некомпетентные люди. So you have to design jobs that incompetent people can do. Поэтому вы должны таким образом разработать свой план, чтобы его могли исполнить и некомпетентные люди. So the simpler the job, the easier it is for someone to do it. Поэтому чем легче работа, чем проще, тем легче ее выполнить. Now there are 4 key jobs of management, Есть 4 основных задачи менеджмента. and these are the same for every manager, everywhere in the world, every day. Эти задачи они являются абсолютно одинаковыми для любого менеджера в любой точке земного шара каждый день. Number one is to set and achieve goals. Первое – это ставить и достигать цели. So you have to be clear about your goals, and they have to be simple. У вас должно быть очень четкое понимание цели, и это должны быть простые цели. And each person must know their goals as well. И каждый человек также должен знать и свои цели. Now the second key job is to innovate and market. Второе задание – это инновация и маркетинг. You must constantly be looking for new and better ways to attract more customers. Вы должны постоянно искать новых путей для того, чтобы привлекать новых клиентов. Because new customers are the key to the future of the business. Потому что новые клиенты – это ключ успеха вашего бизнеса в будущем. IBM got into serious trouble in 1990. В 1990 году IBM столкнулась с достаточно серьезной проблемой. The sales dropped dramatically and the stock price dropped 80%. Очень сильно упал уровень продаж, в результате очень сильно упала котировка акций на 80%. And they were talking about breaking up the company or selling off its major divisions. И говорили о том, чтобы либо разделить компанию, либо начать продавать основные департаменты, основные отделы. So they fired the president who had gotten them into this trouble. Уволили президента, который довел компанию до такого состояния. And they brought in a new president. Пригласили нового президента. And he identified that the problem was low sales.
И он увидел, что проблема заключалась в низком уровне продаж. So they took 100,000 IBM engineers Поэтому взяли 100 тысяч инженеров IBM, who worked inside IBM, которые работали в самой компании and IBM. they put them through a 90-day intensive sales training program. И разработали 90-дневную программу по продажам, достаточно интенсивную программу для этих людей. And then they sent them into the marketplace to make sales. И затем отослали этих людей на рынок для того, чтобы начинать продавать. And they supported them with big advertising nationwide. И была очень мощная рекламная поддержка по всей стране. And the sales went up, and the company turned around in 1 year. А опять же, уровень продаж очень вырос, и компания как бы поменялась за год. Because they had gotten away from sales and marketing. Потому что они смогли все-таки восстановить свои продажи на Now, рынке. number 3 is solve problems and make decisions. Номер 3 – это решать проблемы и принимать решения. This is your job. Это ваша задача, работа. The more problems there are, the more opportunities you have to move ahead. Чем больше у вас проблем, тем больше у вас возможностей идти дальше. And you become better at problem solving and decision making by doing it. И вы становитесь лучше в принятии решения и в решении проблем, если вы это делаете. And number 4 is to perform and get results. И 4 – это достигать результатов. Your ability to get results is the most important factor in your career. Ваша способность достигать результатов – это самый важный фактор в вашей карьере. So top managers always ask, what results are expected of me? Поэтому топ-менеджеры всегда задают себе вопрос, на каких результатах